Всем привет, добро пожаловать с возвращением. Сегодня мы разбираемся, что такое списки, зачем они нужны и что мы с этим будем всем делать. Но вначале такая небольшое предисловие, да. Перед этим есть приложение, перед этим есть другие уроки, так что не забудьте посмотреть плейлист, а то просмотры, там совсем плакать хочется. Вот. Все, поклянчил, теперь можно переходить к теме. И такие листы, что это такое и зачем оно надо? Рассказываю. Списки, тюплы и строки. То, с чем мы будем сегодня работать. Ссылочка на GitHub в описании. Не потеряй, заходи, забирай. Так, смотрим. Опять же, скопировал код, добавил, потому что так быстрее, так проще. Смотрите. Списки, вообще коллекции, что это такое, зачем это надо? С переменными мы научились работать, с условиями разобрались, циклы понятны, исключения-то вообще изи, функции тоже. Так, господи, кто их там не умеет делать, то вообще все фигня. Да, так что же такое коллекции? Это новый этап, новая некая итерация. Можете поставить себе звездочку, потому что вы звездочки. Собственно, что такое коллекции и зачем они нужны? Коллекция — это способ организовать код таким образом, чтобы у вас не было 50 переменных, да, в которых хранятся значения. Мы создаем одну переменную, внутрь которой помещаем 50 данных. Так появились коллекции. Собственно, какие есть коллекции в Python? Это списки, это кортежи, это словари и это множество. Рассказываю про них более подробно. Списки — это коллекции, в которых данные находятся абы как, неупорядоченно, не уникальные, да, то есть и согласно некой логике. Что значит согласно какой-то логике? Есть у меня вот такая вот штука, Alex 18 и true. Ну, если подумать, это разная солянка из данных, я ее называю мусорником, да, почему? Потому что пока логики она не делает. А если уже вот такая штука, то некая логика есть, мы уже что-то понимаем, это у нас некий список имен, да, то есть уже можно об этом говорить. Итак, как создать список? Пишем имя переменной равно, открываем вот такую вот красивую скобочку, находится там, где Х, твердый знак, вот там вот, поищите, найдете. И, соответственно, закрываем. Внутри перечисляем данные через запятую. Все. И этот список более логичный, более понятный. Получаем значения. Вот таким вот образом. Что это за цифры и зачем они нужны? Все просто. Список — это как полка с книгами. У вас есть первая книга, вторая книга, третья, четвертая, пятая. Соответственно, только в программировании мы считаем не с первой книги, а с нулевой книги. Да, если вы встречали где-либо в инфопространстве шутки про «ты для меня на нулевом месте», да, пора переходить на эту сторону. Нулевой элемент, первый элемент, второй элемент. Все. Таким образом мы получаем с вами Alex, Главка и Дэн. Да? Получили значение, вывели через print. Вообще красота. Как поменять значение или присвоить значение? По такому же принципу обращаемся по номеру, нулевой, первый или второй, и меняем на то, что нам необходимо. Был Alex Главка Дэн, стал тест Главка Дэн. Все, Алекса заменили. Соболезную. Нажмите пресс в комментариях что-нибудь в честь бедного Алекса. Так вот. Написали список. Да, списки, кстати, в Python довольно удобно выводятся, в отличие от других языков. Вот. Давайте покажу. Вот. Да? Вообще красота. Так, хорошо. Теперь, что касается списков и циклов. Я когда-то миллиард лет назад говорил о том, что for работает с коллекциями. Но на тот момент мы знали только range, поэтому теперь мы будем знать еще и листы, списки. Соответственно, это вывод чисел от 2 до 4. По факту, что происходит? Формируется список 2, 3, 4. Вот такой вот. И данные из этого списка по очереди присваиваются в и выводятся. Все. Так. И здесь у нас что? Печать, вывод по итератору и вывод по индексу. Дело в том, что мы с вами знаем, что
мы можем обращаться к элементу вот так. Но в принципе в цикле мы можем написать вот так. For user in user list. Он возьмет Алекса, Гуавку и Дэна по очереди и красиво выведет. Вот, Алекс, Гуавка, Дэн. Также можно сделать и по индексу. Но учитывайте, что индекс у нас тогда будет уже не по коллекции пробегаться, а он будет по списку чисел. Len это функция длины, то есть какая длина списка. У нас это 3 элемента. Таким образом мы получаем, что range будет пробегать вот так. Да? Он будет, последний не будет учитываться. То есть он возьмет нулевой, первый и второй. И также их выведет. Давайте сейчас запринтим, посмотрим. Так. Вот, да, видите? То же самое, что и выше. Прекрасно. Когда что использовать и зачем надо это использовать? Все просто. Если вам необходимо работать с чистыми данными, используйте вот такой. Если вам надо еще и индексы, используйте вот такой подход. То есть, обратите внимание, когда нам надо просто было вывести имена, без каких-то дополнительных плясок с бубном, мы вот аккуратненько все вывели и все. Тут пришлось делать пристройки, как-то что-то переделывать, перестраивать. Но с другой стороны, когда мне понадобилось пронумеровать 1, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее, то вот так это делается на обычном форе, вот так в форе по диапазону. Ну, видите, полаконичнее все-таки будет. Хорошо, встроенные функции. Ну, дело в том, что списки это уже не простой тип данных, а волшебный. Да, теперь в видосах будет много тупых шуток, потому что я посмотрел как-то свои видео, и мне захотелось пойти поплакать у окна, поэтому я решил добавить чуть больше тупых шуток, которые меня таким образом определяют. Вот, поэтому сорян. Встроенные функции. То есть, так как у нас напитки это более сложный тип, то тут у нас drinks. И тут жух, погнали всякие методы. Ну, в частности, нас пока интересует без нижних подчеркиваний. Какие из них самые интересные? Append — добавить элемент в конец списка. Insert — добавить его на конкретное место. Узнать индекс конкретного элемента и удалить конкретный элемент. Да, ну про 2 внизу я чуть позже объясню. Смотрите. Так, вот. Первый, append. Добавили молоко в конец списка. Ура. Далее, какао. Добавили какао на первый слот. На первый индекс. Получаем кофе, какао, капучино, чай. Отлично. Далее, узнали индекс молока. 0, 1, 2, 3, 4. 4, 4. Все круто. Так, теперь кофе, какао, чай, молоко. Это что я сделал? Правильно, удалил капучино. И есть еще функция pop, он удаляет последний элемент, либо можно передать ему индекс, и он удалит по какому-то конкретному индексу. Тоже довольно удобная штука, в данном случае я удалил молоко. Да. Причем, обратите внимание, обычный remove, он возвращает none. Да, мы теперь шарим за вот это вот аннотацией. Он возвращает none, а pop он возвращает строку. В данном случае это у меня список строк, поэтому он возвращает строку. Если бы там был список чисел, то он вернул бы число. Pop это очень удачный способ как-то использовать последний элемент, например, колода карт. Да, то есть вы можете вернуть информацию о карте, о той, которая последняя, да, то есть сверху колоды. Очень удобный способ. И копирование это для поверхностного копирования. Собственно, что такое поверхностное, а есть еще глубокое, чем они отличаются и зачем они нужны? Дело в том, что в языках программирования есть так называемый value type и reference type. Как это объяснить? Все просто. У вашего друга есть яблоко. Он дал вам яблоко. У вас есть яблоко, у него есть яблоко. Каждый из вас может сделать со своим яблоком то, что хочет. Он съел свое яблоко, у вас ваше осталось. И наоборот. Это значащие типы, да, value type. То есть там главное значение.
Это у нас инты, строки, булы, флоты. Ну, возможно, есть еще, но это уже, скажем так, специфика. Из основных это вот это. Если мы говорим о сложных тайпах, да, референс-тайпах, что это означает? У вас есть аккаунт от, не знаю чего, ну, GitHub, например, да, и у вашего друга есть доступ к этому же аккаунту. То есть вы вдвоем ведете один аккаунт. Если он загрузит файлы, то эти файлы появятся и у вас. Если вы их удалите, они пропадут и у него. То есть в данном случае никто чем-то конкретным не владеет. Вы оба владеете возможностью владения, назовем это так. К ним относятся всякие листы, тюплы, дикты, сеты и все классы, которые вы сами ручками создадите. Вот такая вот история, да. То есть до этого момента мы все время барахтались в таком, да, в детском бассейне с value тайпами, где все безопасненько, все аккуратненько. А вот reference type это уже опасное место с пираньями. Если вы свои данные неправильно не скопируете, да, то все может сломаться. Например, вы, допустим, сделали какую-нибудь там базу данных и храните информацию о пользователях. Если вы передадите пользователю именно сами данные, он может их вручную отредактировать и написать себе, ну не знаю, там, миллиард алмазной брони, допустим, да, или там еще что-нибудь, или 1000 ММР, вот взять себе прописать. В данном случае нам надо что делать? Возвращать ему не сами данные, а копию этих данных. Ну, в любом случае все сталкивались с ситуацией, когда вам надо куда-нибудь отнести какой-нибудь документ, и вы делаете что? Ксерокопию. Копию данных. Так вот, как это сделать? Вот, показываю пример. Кофе, капучино, чай. Вроде как drinks 2 равен drinks. Проверяем. Кофе, капучино, чай. Данные идентичны, все круто. Пытаюсь поменять капучино на лимонад, и там лимонад. Беда, видите, да? То есть поменялись данные и у одного, и у второго. Поэтому здесь используется метод копии, и мы копируем данные. Смотрим, видите, лимонад изменился, остальное не изменилось. Но почему это называется shallow copy? Да? Почему поверхностное копирование? Потому что оно хорошо работает только если у вас внутри reference type лежат объекты value type. Он их скопирует. Но если внутри reference type лежит reference type, то он его скопирует как бы не до конца. Он скопирует только информацию. Но данные останутся там глубже. И надо будет нырять. Поэтому это и называется deep copy. Потому что это углубление. Итак. Поговорим как раз про ситуации, когда reference type вложен в reference type. Это вложенные списки. Вложенные списки. Обратите, кстати, внимание, что мой мусорник из данных, когда рядом с ним появились еще два таких же мусорника, перестал быть мусорником, а стал осознанным. То есть, видите, у нас появляется такая ситуация, что поодиночке это помойка, а вместе это уже база данных пользователей. Довольно интересно, да? Итак, смотрим. Алек, Дария, Дэн, 28, 18, 27, true. Теперь мы можем сказать, что это уже некий список пользователей, у которых есть имена, возраста и некий статус, типа активные пользователи, неактивные, в архиве или еще что-то. Как получать данные? Сначала получаем информацию по внешнему уровню, потом по внутреннему. То есть, чтобы получить Алекса, я обращаюсь к нулевому элементу, а внутри него мне нужен нулевой элемент. Соответственно, вот этот true это первый элемент и второй элемент. Второй и первый. То есть, сначала идет сверху вниз, да, вы заходите внутрь списка и проверяете первый уровень, потом второй уровень, потом третий. Но, скажу честно, списки для вот таких вот уже наборов данных не очень хорошо подходят. Почему? Потому что, можно в них заморочиться. И если честно, особенно вот смотрите, да, телефонная книга. Есть человек, его там возраст и список, состоящий из списков его номеров. То есть, чтобы получить номер, надо проделать вот такую штуку.
Нам, как программистам, нам, как разработчикам, это непонятно, да, то есть представьте, какой путь надо проложить. А это только, да, простая телефонная книга, ну, то есть такое себе. Чтобы добавить данные, мы можем также, видите, список вложить внутрь списка, и это нормально все работает. И тут нам на помощь приходит Deep Copy, глубокое копирование. Для него нам надо импортировать модуль Copy, но можно делать вручную, чего я не рекомендую. Покажу сейчас вручную, как это делается. Мы смотрим на нашу структуру. У нас есть, что это? Reference Type, внутри которого вложен Reference Type и Reference Type. В каждом из них лежит по Value Type и по Value Type, то есть по два Value Type. И таким образом мы понимаем, что нам надо скопировать вот эту часть. Смотрим. Вот я скопировал. Да? И с помощью цикла я пробегаюсь по каждому элементу и копирую данные изнутри. То есть, видите, это называется ручное Deep Copy. Но оно сработает только если на вот этом вот внутреннем уровне не будет Reference Type. То есть принцип ручного Deep Copy в том, чтобы заходить все глубже и глубже, пока не дойдете до ситуации, когда у вас внутри останутся только Value Type. Только тогда вы начинаете уже копировать и все это раскладывать. Но зачем нам с этим мучиться, если есть модуль Copy? Вы просто пишете copy.deepcopy, phonebook, и все работает. Смотрите. Вот он, Deep Copy. При ручном Deep Copy все классно сработало. При модуле Copy, видите, данные большей сложности, большей вложенности. То есть, если бы мы делали это вручную, нам пришлось бы раз цикл, потом 2 цикл, потом 3 цикл. 3 цикла сделать, чтобы это все было вложено и правильно работало. Представьте себе. А тут просто написали copy.deepcopy. Поэтому мотайте себе, да, сохраните куда-нибудь модуль Copy, он пригодится. Так, хорошо. Переходим к срезам. Срезы крутейшая штука. Не знаю, в других языках, по-моему, я такого еще не видел. Но здесь это работает шикарно. Смотрите. Он позволяет вернуть список на основании текущего списка, только его немножко отрезать. То есть у вас есть батон, вы можете отрезать, ну, условно говоря, оставить весь батон целиком. Вы можете отрезать сначала один кусочек, либо вы можете с конца отрезать кусочек, либо вы можете как-то нарезать его, да, то есть разрезать на маленькие кусочки и нечетные убрать. То есть этот срез получили, ну, это почти то же самое, что и Shallow Copy. Здесь первый элемент пропустили, точнее нулевой пропустили, начали с первого. Здесь шли до четвертого, не включая 0, 1, 2, 3, то есть до четвертого. И здесь шли через один. Крутая штука, рекомендую, пользуйтесь, потому что если нет, вот так вот вам придется, что вам надо будет удалять, сохранять и как-то с этим работать. Поэтому, ну, такое. Итак, строки. Почему мы тут про них вспомнили? Ну, это такое небольшое ответвление, потому что строки по своей структуре это тоже коллекция. У них тоже есть всякие там встроенные дополнительные методы. Я не говорю, что методы есть только у коллекций, да, просто я имею в виду, что строки это довольно такой сложный тип данных с кучей всякого. Смотрите. Точечка, и смотрите, сколько всего всякого. Там можно и разбивать на подстроки, и приводить к нижнему регистру, к высокому регистру. Делать так, чтобы каждая строка была с большой буквы. Переставлять местами. Ну, то есть, это надо пробовать самим, и срезы. То есть, срезы тоже работают. Поэтому пробуйте, смотрите, про строки много чего можно сказать. Просто воспринимайте их как список из символов. Ну, я бы сказал даже кортеж из символов. Про кортеж я сейчас расскажу. Кортеж это списки, у которых нельзя менять данные. То есть, у вас есть список, и вы в нем данные можете менять. В кортеже вы ставите просто вот такие вот круглые скобочки, и все. И данные защищены. Смотрите, запускаю.
вылетает исключение. Tuple object does not support item assignments. То есть объект кортежа не позволяет присвоения элементов. Все, данные поменять нельзя. Но если вдруг у вас, опять же, это работает, если внутри чисто value type. Если внутри reference type, то поменять можно. Поэтому, да, чтобы список был, чтобы кортеж был реально неменяемым, надо все заключать в круглые скобки. Потому что если вот тут будет внутри квадратные, поменять мы сможем. И опять же, все это будет работать. Хорошо. И напоследок, я думаю, да, быстренько пробежимся по приложению кофемашина. Да? Я его буду разбирать еще отдельно, просто показать, на что способны списки. То есть я создаю список, состоящий из двух подсписков. Внутри каждого кофе и список из... То есть кофе 200, 150, кофе 300, 200, кофе 350 мл, 250. И с чаями такая же история. Подумайте, без коллекций, сколько бы переменных нам пришлось бы использовать, чтобы все это организовать. Получилась бы жуть ужасная, поэтому, ну, такое. И дальше я через for пробегаюсь по всем элементам, вот этим вот кофе, чай, да, и вывожу данные на экран. То есть... Так, сейчас он поругался на меня, да. Я говорю, ладно, менять не буду. Все, видите? И что самое классное, что мне больше всего нравится, я могу поменять кофе на капучино вот здесь. И мой код останется работать все так же. У нас впереди будет еще одно видео по словарям. А когда я его уже доделаю, выйдет видео с разбором приложения, где мы будем использовать как раз вот эти вот коллекции. И будем крутить и пробовать различные варианты. Будем по-разному это приложение тестировать, да, и делать разные подходы. Здесь что у нас? Обычный ввод данных, да, я разбирал подобное в калькуляторе, то есть мы вводим значение, тестируем его, преобразовываем к инту, все это с исключениями, да, то есть мы как бы все это проделывали, поэтому данный код можете посмотреть, но в принципе можете особо не вникать. Смысл как раз вот этом, чтобы красиво отображалось меню. Собственно, на этом все. Что-нибудь нажмите, напишите и увидимся в следующем видео по словарям. Да, такой PS, да. Напишите, пожалуйста, как новая подача, интересно, неинтересно, понравилось, не понравилось, чтобы я хотя бы понимал норму или что-то придется переделать. Всем спасибо и увидимся в следующих видео. Всем пока!